Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Синусит и лечение народными средствами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Синуситом называют заболевание, возникающее в виде обострения инфекционных заболеваний – гриппа, насморка, скарлатины, кори и так далее. При синусите воспаляются одна или сразу несколько носовых пазух. Выделяются следующие виды этого заболевания по типу локализации – гайморит, сфеноидит, этмоидит, фронтит. По характеру течения болезни синусит может быть хроническим или острым. Для лечения может применяться как традиционное, так и народное лечение синусита. Синусит – симптомы заболевания. При синусите симптомы проявляются в следующем. Затрудняется дыхание через нос, возникают неприятные ощущения в носу и переносице. Боль замечается в области вокруг носа. Со временем локализация боли теряется. Начинаются головные боли. Когда воспалению подвержена только одна половина лица, гемисинуит, болит только она. Проявляется недомогание, усталость, слабость, нарушение сна. Со временем возникает чрезмерная заложенность, обычно обеих половин носа. Пациент теряет обоняние или же оно сильно снижается. По ощущениям синусит сказывается в виде чувства распирания изнутри в области лба или щек. Может возникать боль при надавливании в районе лобной или верхней челюстной пазухи. Гнусавость голоса при этом становится заметной. Может случиться так, что заложенность будет чередоваться то в одной половине носа, то в другой. Затрудненное дыхание через нос может сопровождаться временными облегчениями. У пациента возникает насморк с желтыми, гнойными или прозрачными слизистыми выделениями. При сильном заложении носа насморка может и не быть. Во время заболевания, обычно при остром гайморите, может наблюдаться повышенная температура до 38 градусов и более. Острый синусит. При остром синусите симптомы следующие. У пациента повышается температура, создается ощущение тяжести в носу и вокруг него. Течение болезни сопровождается сильными головными болями, которые к вечеру становятся наиболее выраженными. Острый синусит проявляет себя тем, что появляется насморк и нарушение аппетита, усиливается чувство недомогания и усталости. Хронический синусит. При запускании заболевания синусит, лечение которого не терпит отлагательств, перетекает в хроническую форму, и вылечить его уже сложнее. Поэтому желательно при первых симптомах идти к врачам и проводить квалифицированную диагностику на предмет выявления заболевания. Как правило, при хроническом синусите высокой температуры не наблюдается. Из самых опасных осложнений хронического синусита может развиться менингит – воспаление оболочек мозга. Менингит, в свою очередь, может давать осложнения в виде глухоты, гидроцефалии и осложнения умственной деятельности. Хронический сфеноидит может сопровождаться болями в теменной области и болями, распространяющимися на затылок в случае больших пазух. При недостаточном дренировании лобной пазухи вследствие искривления носовой перегородки или гипертрофии средней раковины острый фронтит может перетекать в хроническое заболевание. Хронический фронтит сопровождается гипертрофией слизистой оболочки или сопровождаться образованием полипов. Его лечение начинается с традиционных методов и при их неэффективности осуществляют хирургическое вмешательство. Острый гнойный синусит. Острый гнойный синусит может развиться вследствие бактериальной инфекции. Лечение назначается в виде антибактериальной терапии. Заболевание выявляется клиническими и рентгенологическими методами. Симптомы гнойного синусита очень схожи с симптомами течения хронического заболевания. Признаки синусита. Синусит дает о себе знать, как уже отмечалось, сильной головной болью, вязкими гнойными выделениями из носа. Кроме того,
Заболевание может сопровождаться также ухудшением зрения. Может возникать смещение глазного яблока. Гнойные выделения, смещаясь вниз в глотку, могут вызвать кашель и инфицировать смежные области организма – трахею, гортань, бронхи, вызывая их воспаление. Симптомы синусита тяжело переносятся и доставляют немало неудобств. Тем не менее, многие стараются переносить заболевания на ногах. Медлить не стоит, и при первых признаках синусита следует начинать действовать, обращаться в клинику и проводить лечение только после врачебной консультации. Синусит у детей. Дети нередко болеют синуситом. Часто он является следствием вовремя невылеченного насморка. Во время насморка слизистая носа находится в раздраженном состоянии и легко поражается инфекциями. Так как иммунитет ребенка еще слабо развит, легко воспаляются околоносные пазухи и развивается синусит у детей, лечение которого требует терпения. Недостаток носовых пазух детей в том, что все они при больших размерах имеют малые выводные отверстия, диаметром всего несколько миллиметров. К тому же при отеке соустья могут закрываться, что приводит к накоплению слизи в пазухах и дальнейшему воспалению. Признаками синусита может являться продолжительный насморк, более 2 недель подряд, с выделениями в виде гноя. Как и у взрослых, повышается температура, затрудняется дыхание, заложен нос, появляется головная боль. Маленькие дети часто страдают такими типами заболевания, как фронтит или этмоидит. Этмоидит – воспаление пазух, вид синусита. У детей часто сопровождается отеком внутренних отделов нижнего и верхнего века. Проявляется головной болью в районе корня носа и переносицы. Редко, но бывает так, что развивается полисинусит – воспаление всех носовых пазух при обширном его течении. Диагностика должна проводиться при первых симптомах, на первый взгляд, несерьезного заболевания. Анализ крови должен показать воспаление в детском организме. Между тем, синусит у детей может проходить скрыто, поэтому желательно долечивать каждый раз насморк до основания. Вовремя замеченный синусит дает возможность вылечить его легко и без осложнений. Диагностика синусита. Только обращение к опытному лор-специалисту дает шансы на эффективное и быстрое лечение синусита. Как говорилось ранее, выявлять синусит следует рентгенологическими и клиническими методами диагностики. При диагностике гайморита используются данные анамнеза. Применяется компьютерная томография лицевой части черепа или рентгенография носовых пазух. Проводить диагностику обязан квалифицированный врач, который сможет отличить синусит от многих других схожих заболеваний и выяснить его локализацию. Эффективность в значительной мере зависит от того, насколько правильно выявлено место заболевания, в какой из носовых пазух воспаление возникло. Синусит – лечение. Лечение синусита проводится проведением комплекса медикаментозных и хирургических методов. В том случае, когда не помогают традиционные способы в виде капель, антибактериальных препаратов, спреев для снятия отека слизистой носа и другое, врачи прибегают к хирургическим операциям. Хирургическое вмешательство в данном случае заключается в пункции или проколе пазух носа. При проколе болевых ощущений быть не должно, ведь используется местная анестезия. Также возможно проведение операции промывания пазух вакуумным прибором. Он работает по принципу вакуумной откачки скопившегося гноя. Синусит – лечение народными средствами. Стоит тут же указать на то, что в некоторых случаях сильно увлекаться народными методами лечения синусита не стоит. Ведь, например, во время течения гнойного гайморита соустья так набухают, что вывод гноя из носовых пазух полностью прекращается. Проводить лечение такой болезни, как синусит, народными средствами нужно предельно аккуратно, потому что воспаление может давать осложнения. Рецепт 1. Картофель как средство лечения синусита. Народное лечение синусита может включать множество рецептов, и одним из методов является использование картофеля. Проводится лечение следующим способом.
Картофель отваривается в мундире, вода сливается. Затем, укутавшись, больной проводит себе ингаляцию паром от сваренной картошки. Для большего эффекта клубень можно размять. Рецепт номер 2. Синусит, лечение народными средствами настойки из лука. Настойка из лука служит народным средством лечения воспаления носовых пазух. Для этого луковица натирается, полученная мякоть заливается нагретой водой с растворенным медом. Для приготовления медовой воды половина чайной ложки меда смешивается с половиной стакана воды. Полученное средство настаивается в течение 5 часов, после чего процеживается. Теперь им можно промывать нос несколько раз в течение дня. Рецепт номер 3. Лечение синусита компрессом. Понадобится 200 грамм порошка еловой смолы, 15 грамм купороса порошка, 1 измельченная луковица, 50 мл оливкового масла. Все компоненты смешиваются, смесь доводится до кипения. Затем мазь перемешивается. Ставят компрессы на место предположительного воспаления. Рецепт номер 4. Лечение синусита турундочками с мазью. Сначала готовится мазь из меда, сока лука, алоэ, мазь вишневского и корнеплод цикламена, взятых в равных частях. Готовая мазь должна храниться в холодном темном месте и прогревается до температуры тела перед применением. Готовятся турундочки из ваты, например, пропитываются мазью и вкладываются в каждую ноздрю примерно на полчаса. Проводить лечение нужно в течение 20 дней. После этого гнойники в полостях носа должны рассосаться. Рецепт номер 5. Лечение синусита каплями. Потребуются травы. Цветки ромашки аптечной 10 грамм, зверобой продырявленный 15 грамм, сушеница болотная 10 грамм. Каждая трава заваривается в отдельной посуде, затем полученные настои смешивают и применяют закапыванием в каждую ноздрю по 5 капель 3 раза в день. Рецепт номер 6. Лечение синусита ингаляцией травами. Потребуются травы. Цветки ромашки аптечной 15 грамм, герань луговая 5 грамм, цветки календулы 10 грамм. Травы завариваются стаканом кипятка, настаиваются примерно час. Сбор процеживается и используется для ингаляции. Рецепт номер 7. Лечение синусита луком. Для лечения синусита при помощи лука нужно почистить и разрезать луковицу на равные части, выложить их на поверхность бинта. Бинт сворачивается таким образом, чтобы его можно было приложить к носу и при этом, чтобы лук частично оказался под ноздрями. Бинт завязывается на затылке узлом так, чтобы не было слишком туго. Более всего хороший результат приносит вдыхание паров лука во время сна. Рецепт номер 8. Лечение синусита ингаляцией. Может понадобиться ингалятор. Готовится смесь из цветков ромашки, календулы, листьев шалфея. Все берется по 1 ложке. Заливается кипятком и доводится до кипения. Как только смесь закипит, нужно снять посуду с огня. Ингаляцию можно проводить, добавляя по капле ментолового масла и прополиса. Рецепт номер 9. Лечение при помощи массажа эбонитовым диском. Проводя диском по лицу в течение секунды в направлении по часовой стрелке, обороты совершают на протяжении 15 минут. В район носа и лба можно также класть диск на ночь. Будьте здоровы! Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.